Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой шикарный джемпер ажурным узором в таком ярком, экстравагантном варианте. Очень броский, очень привлекающий внимание джемпер. Выбрала подходящую пряжу, шелковистую, нежную. Как всегда в моем мастер-классе будет все для того, чтобы вы смогли связать без проблем, сесть. То есть выбор пряжи, спиц. Мы будем с вами вязать образец, расчеты делать всевозможные. И будет полное выложено описание на несколько размеров под видео. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу, вот так называется, Газал Baby Wool. 50 грамм, 175 метров. Шикарный очень состав, приятный. Сейчас я вам покажу. Смотрите, 40% акрила, 20% кашемира и 40% мериносовой шерсти. Очень-очень хорошая пряжа. Мягенькая, необыкновенная. Тут вот еще какие-то есть параметры. Так. И Чьоно. Мадеем Турки. Турецкая пряжа. Сейчас я вам покажу ниточка. Но она у нас будет, наверное, считаться чуть тоньше средней, да? Потому что спицы я тоже соответствующие взяла. Спицы у меня. Троечка. Видите, да? Троечка. Так вот, собственно, выглядит у нас узор. Здесь у меня 3 раппорта в высоту, 3 раппорта в ширину. Это ажурного узора, если считать. И у меня еще резинка 3х3 связана. Поскольку у нас изделие будет вязаться с сочетания вот этой резиночки, да, вначале начинаем с резиночки, а затем переходим на ажурный узор. Вот такой красивый ажурный узор. Так, ну давайте сейчас я вам... Вот так он приятно очень к телу смотрится, великолепно, да. Узор меня просто потряс своей какой-то вот, знаете, неординарностью, я бы так сказала. Очень необычный узор. Там есть свои нюансы. Вот смотрите, я вязала раппорт с 1 по 10 ряд. Все 3 раппорта с 1 по 10. Но есть вероятность вязать с 3 по 10. То есть первый раз вяжем с 1 по 10, а затем чередуем с 3 по 10. Вот такая вот особенность этого узора. Сейчас я вам покажу схему. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Здесь есть условные обозначения. Я их, конечно же, рассказывать не стану. Раппорт узора будет 10 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Девочки, я не смогла связать по этой схеме. Мне очень непривычные знаки были условные, поэтому я для себя сделала более приемлемый вариант. И вот так выложу. Вот такая у меня схема, конечно, нарисованная от руки, но, может быть, кому-то тоже будет более удобен вот такой вариант, приемлемый, да. То есть, как всегда, у нас здесь, видите, изнаночная – это горизонтальная черточка, лицевая, вертикальная черточка, вот такой треугольничек. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вот в изнаночном ряду такой треугольничек с черточкой в середине – это 2 вместе изнаночной. Вот. Ну, как всегда, кружок – это накид. Вот и все условные обозначения. Но они мне очень привычны. И поэтому я решила вот так вот воспользоваться. Предлагаю вам 2 варианта, скажем так.
Теперь по поводу выкройки. Да, выкройка вот такая у нас будет с вами. Обратите внимание, размерчики здесь будут использовать целых 5 размеров в моем описании. Вот. И она очень элементарная. Видите, одни прямоугольники. Да? Вяжем снизу, сразу рассказываю вам, да, технологию вязания. Начинаем вязать снизу, вяжем резиночкой 3 на 3, и вот у этой черты добираем петли и вяжем единым тоже полотном, спинка и перед одинаковые у нас детали, вяжем единым полотном на высоту 30-33 сантиметра ажурным узором. То есть вот здесь резинка, нижняя часть, да, верхняя часть ажурный узор. Все. Вот здесь у нас остаются петельки для выреза горловины. Вот здесь у нас будет шов. Шов по рукаву и по плечу, видите, единый шов. Вот и все. Вот такая вот простая технология, да. Ну и как всегда я вам сейчас показываю вот такое описание, которое я составляю вместе с вами в процессе нашего мастер-класса. Все эти цифры у меня обоснованы, я при вас их считаю, поэтому после того, как мы с вами свяжем образец, пожалуйста, девочки, смотрите дальше, я буду при вас делать расчеты. Это очень важные моменты, и я думаю, что они пригодятся вам не только для этого изделия, то, что я буду вам рассказывать, как мы определяем плотность, да, как мы с вами вот эти петельки определяем, сколько, как и почему, да, что такое вертикальная плотность, я буду рассказывать, да, как ее применять. И, в общем, все вот эти моменты внимательным образом вам желательно посмотреть. Почему для выреза горловины у нас 47 петель, а не сколько-то там еще, да, то есть все вот это я рассказываю в конце видео. Ну а сейчас, значит, размеры, смотрите, 44-46, я бы сюда и 42 включила. Вот, для большего размера я тоже заостряю внимание в своем мастер-классе, рассказываю, как там расположить петельки. Здесь не пишу, но заостряю внимание и объясняю, как там для большего размера, для 52-54 и выше, да, выйти из ситуации, как вязать. Так. Ну а сейчас, мои хорошие, я бы хотела вам предложить начать вязать образец. Итак, мы начинаем. Значит, для образца набираем 33 петли. И я связала, девочки, значит, 3 на 3 резиночкой в самом начале, видите? И затем, то есть вот так у нас будет располагаться начало нашего вязания. И затем мы будем переходить вот на такой ажурный узор. Я уже два раппорта связала. У нас в раппорте 10 петель, 1 для симметрии. И, в общем, видите, 3 раппорта у меня получилось, плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 33 петли. И начинаем первый ряд. Если хотите, тоже начните с резиночки. Резиночка у нас начинается 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые и так далее. Да? И вот теперь я начинаю вязать первый ряд узора. Первый ряд узора у нас выглядит следующим образом. Первый идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. До конца ряда вяжем вот таким образом петельки. Второй ряд вяжем как смотрят петли. То есть там, где у нас идет лицевая, вяжем лицевую, там, где изнаночная, вяжем изнаночную. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем так, девочки, до конца ряда опять. Третий ряд нашего узора вяжем следующим образом. Первый раппорт я показываю. Я буду показывать, девочки, один раппорт. Ну, зачем нам так? Ну, хотя посмотрим. Давайте. Первый вяжем изнаночная, да?
2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем 2 накида подряд, девочки, затем идет лицевая, изнаночная, снова лицевая, изнаночная, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо опять. Это мы связали один раппорт. Вяжем второй раппорт, изнаночная, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накида, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И третий раппорт вяжем аналогичным образом. Заканчиваем все изнаночной петлей. Четвертый ряд у нас с вами. Схему мы будем читать слева направо. Первая кромочная, вяжем лицевая. Начинаем вязать раппорт. 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку я буду вязать. Так. Дальше идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 накида подряд. И далее вяжем изнаночная и 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной, лицевая. Это был один раппорт. Вяжем второй раппорт. Снова 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку. Хотите за переднюю вяжите, неважно. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 накида подряд и вяжем изнаночная и 2 вместе изнаночная, лицевая. Второй раппорт связали, третий самостоятельно вяжем. Вяжем 5-й ряд узора. Первый идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Изнаночная, лицевая, 2 накида подряд, опять лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали один раппорт, вяжем второй, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Изнаночная, лицевая, 2 накида подряд, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали второй раппорт. У нас 6-й ряд, схему опять читаем слева направо. Вяжем первый раппорт, у нас идет первая лицевая, далее идут 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, лицевая, изнаночная, 2 накида подряд, изнаночная, лицевая, изнаночная, далее опять идут 2 вместе изнаночной, лицевая. Связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку, я стараюсь, ну, хотите за переднюю, без разницы. Далее идет лицевая, изнаночная, снова 2 накида подряд, изнаночная, лицевая, изнаночная, затем 2 вместе изнаночной, лицевая. Второй раппорт связали. 7-й ряд вяжем. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 накида подряд, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали один раппорт, вяжем второй раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 накида подряд, лицевая,
и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вязали второй раппорт. 8 ряд. Вяжем. Первый идет лицевая, затем у нас идут 2 вместе изнаночной, 2 накида подряд, затем идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 вместе изнаночной, лицевая. Связали один раппорт. Вяжем второй раппорт. 2 вместе изнаночной, 2 накида подряд, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе изнаночной, лицевая. Второй раппорт связали. 9 ряд. Вяжем. Первый идет изнаночная, затем идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Связали второй раппорт. 10 ряд вяжем. 10 ряд вяжем. Первый схему читаем слева направо. Первый идет у нас лицевая для симметрии, далее раппорт изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Девочки, так до конца ряда вяжем. То есть здесь, собственно, я даже раппорты не стала выделять. Вяжем вот так, чередуя лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все, заканчиваем все лицевой петлей. Это у нас был с вами последний ряд в раппорте. Вот, и сейчас мы с вами сделаем влажную тепловую обработку образца. Так, и следующее, смотрите, такой нюанс. Хотите, вяжите с первого ряда раппорт, хотите с третьего ряда. Вот смотрите, я вязала с первого ряда, да, вот так у меня получился узор. Если будете вязать с 3 по 10, то он будет, конечно, немножко по-другому вид иметь. В общем, вот таким образом, на ваше усмотрение, скажем так. У меня вот так получается, если вязать с 1 по 10. Вообще-то в схеме рекомендует дизайнер вязать с 3 по 10 ряд. Но я вязала с 1 по 10, и я не думаю, что узор от этого стал хуже. Горячим паром обдаем наш образец. Полотно становится мягким, податливым. Тянем его, девочки, в разные стороны, в том числе и резинку, если вы тоже ее вязали. У резинки тоже есть своя плотность, и мы ее обязательно сейчас померяем. Так, давайте еще посильнее. Так, тянем в разные стороны, по вертикали, по горизонтали, да. А сейчас она у нас, наше полотно вязаное, высохнет. И будет нам уже все понятно, как здесь что считать. Итак, меряем плотность. Значит, ширина нашего образца у меня вот получается 14 сантиметров. Раз, я померила в одном месте. Сейчас вот здесь померяем 14 сантиметров. Так, ну и по резинке. С резинкой тоже сейчас определиться надо. Так, с резинкой тоже, девочки, 14 сантиметров. То есть у нас будет одна плотность. 33 петли я, значит, у меня участвовал в узоре, и мы делим на 14 сантиметров. Получается 2,35. Запишем. Вот здесь я запишу, что в одном сантиметре
Плотность получилась 2,35 петель. Теперь по вертикали, что касается. Я буду чисто узор мерить. Резинку я не буду мерить. Хотя резинка, у нее будет своя плотность, поэтому не стоит объединять ее вместе с узором. Итак, я меряю узор. У меня получается 11 сантиметров узор. И здесь у меня участвовало, девочки, 30 рядов. Да? 11 сантиметров, 30 рядов. И я посчитаю 30 рядов на 11 сантиметров. Плотность у меня получается в ажурном узоре 2,7. Я пишу, что ажурный узор в 1 сантиметре 2,7. Так, теперь что касается резиночки. Резиночку я тоже померяю отдельно. 3,5 сантиметра. И сейчас я посчитаю ряды. Итак, у меня получилось 10 рядов резиночка. Да, 10 поделим на 3,5 сантиметра. Это будет 2,85. Я пишу, что в резиночка у нас в 1 сантиметре будет 2,85 ряда. Вот таким образом у нас получился такой расклад. У нас есть вот такая выкройка. И мы будем с вами сейчас делать расчет согласно этой выкройке и нашей плотности, которую мы уже с вами посчитали. Начинаем, как всегда, с количества петель, которые нам понадобятся на спинку и перед. Да? То есть вот это вот спинка и перед. Как видите, выкройка не совсем обычная, да? То есть у нас идет нижняя часть и идет рукав. Вот эта верхняя часть. И они будут отличаться друг от друга. Спинка и перед вяжутся резиночкой 3 на 3, а вот эта часть это ажурная часть, как раз тот самый ажур, который мы с вами вязали. Так. И, в общем-то, начинаем с того, что считаем, сколько петелек нам понадобится набрать на резинку. Да? Мы с вами 48 умножаем на нашу плотность, которую мы посчитали по горизонтали. Вот она у нас посчитана, да, 2,35. Не стала я округлять, вот именно так для большей точности оставила. Так, и мы с вами 48 умножаем на 2,35. У нас получается 113 петель. Запишем 113 петель. Второй размер 52 сантиметра умножаем на 2,35. И получаем, ну, я думаю, что здесь надо писать 123 петли, потому что у нас с вами раппорт узора составляет четное число и 10 плюс 1 для симметрии петля, да, и уже устно можно, собственно, посчитать, да, что там у нас с вами получается. И смотрите, резинку мы, значит, начинаем с вами 6 петель в раппорте, да, начинаем 113 петель, делим на 6, это будет у нас 18 раппортов целых, да, то есть 18 умножить на 6, это будет 108 петель, да. Дальше 3 петли для симметрии у нас идут, то есть если мы начинаем с 3 изнаночных, то мы должны заканчивать 3 изнаночными, да, то есть плюс 3, да, и плюс 2 кромочные. Вот они, наши 113 петель. Так, вот мы связали с вами 28-25, в зависимости от размера, в высоту нашу резинку. Здесь обязательно надо руководствоваться рядами, девочки, а не сантиметрами, потому что после стирки изделие вытягивается и может деформироваться, да? То есть не тот искомый размер мы можем получить в итоге после стирки, который мы планировали. Поэтому, девочки, обязательно пользуемся вертикальной плотностью. Мы ее с вами тоже считали. Смотрите, вертикальная плотность у нас по резинке это 2,85 в 1 сантиметре. И вот мы наш с вами 28
давайте на первый размер, 28 сантиметров умножим на плотность, 28 умножим на плотность 2,85, получим 80 рядов. 80 рядов будем вязать. И второй размер 25, также умножить на 2,85, 71 ряд. И 71 ряд для второго размера, который побольше. Так, связали. Вот мы связали отрезинку. Дальше у нас идет с вами распределение узоров. Обратите внимание, здесь у нас 20 сантиметров, надо добрать на рукав. То есть вот оставляем эти петли и справа и слева добираем на рукав. Сколько будем добирать? 20 сантиметров умножаем на нашу плотность по горизонтальной 2,35. Будем добирать 47 петель. Что я вам хочу сказать? 47 нам не годится, девочки. Нам надо, чтобы у нас было целое число раппортов. А оно у нас 10 составляет, да? То есть здесь как минимум должно быть 5 раппортов. То есть я пишу 50 петель, да? 50 петель. И у нас будет не одна кромочная, а будет особый край. Я расскажу, как его вязать. То есть 2 кромочные. Одна у нас уже посчитана, она у нас вот здесь как бы переходит, да? То есть плюс еще по одной кромочной будет у нас добавляться. То есть в итоге надо добрать, девочки, не 47, как у нас тут вот получается, а чуть больше, 51 петля должна быть, присутствовать. То есть смотрите, в итоге у нас что получается? 113 петель, прибавить 51 справа, 51 слева. Итого получается 215 петель у нас должно оказаться на спице вот в этом месте. И начинается вязаться наш ажурный узор. Начинается он у нас с 2 вытянутых кромочных. Объясняю, что такое вытянутая кромочная. Смотрите, в лицевом ряду мы вяжем эти 2 кромочные как 2 лицевые, а в изнаночном ряду мы 2 петли снимаем как изнаночные, и нить у нас остается перед работой. И опять повторяется 2 лицевые в лицевом ряду, и опять в изнаночном 2 петли снимаем как изнаночные, нить перед работой. И так весь край мы вяжем. Я объясню, для чего это нужно. Чтобы здесь не болталось, а было подтянуты петельки. Это будет красиво смотреться. Так, с этим мы с вами разобрались. И вот смотрите, значит, после того, как вы свяжете эти 2 петли кромочных, да, вы начнете вязать 213 петель узором. То есть 213 петель узором. Смотрите, 213 мы поделим с вами на 10, да? У нас получится 21 раппорт по 10 петель, плюс 1 петля для симметрии, понимаете? И 4 кромочные, то есть это 2 кромочные справа, 2 кромочные слева. Вот такой получился расклад попетельный. Так. То же самое касается второго размера. Второго размера у нас с вами на 1 раппорт больше, да, то есть мы также с вами приплюсовываем справа и слева по 51 петле, да, добираемых, то есть поднимаем петли, добираемых. И, соответственно, для второго размера получается 225 петель у нас будет набрано. Вот здесь. И вяжем высоту 30 сантиметров. Также в ряды переводим. Смотрите, 30 умножаем на плотность у нас уже ажурного узора 2,7. Это будет 81 ряд, девочки. Высоту будет составлять. И для второго размера 33 умножаем на плотность ажурного узора по вертикали 2,7. Это будет 89. 89 рядов составлять. Обязательно измеряйте в рядах, чтобы не было у нас с вами вот такого несоответствия после влажной тепловой обработки. Так, и после того, как мы все это свяжем на эту высоту в рядах, да, необходимо будет закрыть петли. Петли вот эти мы будем с вами закрывать для рукава, а вырез горла, то есть у нас тут совпадает и рукав, и плечо, да, все вместе. Закрываем петли. А вот здесь у нас сейчас надо посчитать, сколько петелек придется на вырез горловины. Для этого я наши
20 сантиметров выреза горловины умножу на плотность по горизонтали 2,35 получим, девочки, получаем 47 петель. 47 петель – это вырез горловины на все размеры, которые у меня будут в описании. Одинаковое здесь число стоит. Так, и теперь нам надо с вами определиться, сколько же петель будет симметрично закрываться справа и слева. Это легко сделать. Смотрите, наши с вами вот эти петли. Давайте из 215 отнимем 47. Получится 168, да? 168 надо поделить на 2. У нас же 2 рукава. И получим, девочки, получается 84 петли. 84 петли вот здесь у нас с вами будет закрываться. 84 петли. Так, справа и слева. По второму размеру также давайте 225 отнимем 47. Получим 178 и также поделим на 2. Это будет, девочки, 89 петель. Вот мы закрыли с вами 89 петель и 47 петель в середине отложили для выреза горловины. Они нам еще понадобятся, чтобы потом сделать обвязку. Так, все. Собственно, вот такой вот легенький, несложный расчет по нашему изделию получился. Я, собственно, думаю, что все у вас должно получиться, поскольку очень все просто, как бы, да, элементарные какие-то все у нас идут цифры здесь и расчеты. Описание у меня будет в напечатанном виде. Я вам, значит, его выложу под видео для вашего удобства. И думаю, это еще больше вам облегчит работу. Для большего размера, девочки, поступайте аналогичным образом. То есть так же, как и я, считайте количество петель. То есть для большего размера, предположим, если вам понадобится размер 52, да, 54, да, ну, наверное, смело прибавляйте еще 10 петель, да, то есть еще один раппорт. Если здесь у нас было с вами 123 петли, то прибавляйте 133 петли, да, по аналогии. И здесь также прибавляйте к 133 петлям, прибавляйте вот эти петельки, 51 справа, 51 слева петля. И в итоге у вас тогда получится 235. Так, 235 должно быть петель получится на 52-54 размер, да. Ну и по аналогии, если у вас еще больше размер, тоже прибавляете еще один раппорт, 10 петель. В общем, все, собственно, вот в таком вот виде будет у вас происходить по аналогии. Я желаю вам удачи и до новых встреч!